Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. Двое суток уже сидим без воды. Вообще нету ее. Не идет. Сегодня утром сидим без света. Вчера вечером его отключали, ну был дождь. А сегодня света нету с утра. И, наверное, не будет до вечера. Мы сейчас пока съездили, купили корм хрюшкам. Жрут они так нормально. Вот где-то в 4 дня почти по мешку уходит на каждого. Ну и что тут? Бройлером, дрожжи. И собакам мясо с костями. Сейчас разгрузимся, будем что-нибудь делать. Хотел сегодня подключить эту торцовочную пилу. Света нет. Мне надо укосины делать, надо именно торцовочной, чтобы ровно было. Ну, не знаю, может быть, покосим что-нибудь, если дождя не будет. Тут у нас, возможно, слепыш поймался, но это не точно. Сейчас мы будем смотреть, потому что тут была уже горка, и петля натянулась туда. Нам сейчас надо подкопать. Да можешь прям сбоку. Потому что если он зацепился, да, вот здесь, то если я буду дергать, я могу, ну... Ход идет, Алик, вот так прямо. Понял, вдоль. Да. Ну, значит, мы давай отсюда сделаем. Давай. Она у нас сколько? Вот такой длины. Ну да. Давай отсюда. Ух ты, прям провалилась лопата. Ловись, слепыш, большой и маленький. Не, глубоко не копай, она не глубоко идет. Вот прям она вот так вот идет. Вот крючки. Крючки. А слепыша нет. Походу, да. Может, он прошел дальше? Угу. Ну, по крайней мере, он здесь был точно. Да. Раз проволока. Тут что-то копал. Натянуто было. Зарыл он. Короче, хитрый черт ушел. Да, я уж понадеялась. Да, ушел. Ушел. Не цепанул его. Да. Нету слепыша. Да. Не так и легко-то поймать его. Угу. Один раз за все время поймали. В позапрошлом году. Дальше он нас все время перехитривал. Он прям проваливается. Давай, может, найдем, еще раз поставим, не знаю. Ой, сейчас. Ну вот. Тут. Вон-то, ген-то, грязюка. Раскапывай. Вот. Вот это. Попробуем сюда поставить сейчас, не знаю. Слишком он хитрый. Руками не трогай, чтобы запаха не было. Ну, как же мне засовывать? Вот так. Все. И давай я штырь. Подожди, штырь воткни. Да, можно поглубже. Так. Так весь огород перекопаем. Надо раньше его выкопать, вот этот, и так. Ну да. А что он, ты думаешь, не подроет к другим кустам? Для него это быстро. Ну да. За сутки он может прилично так нарыть. Да. Ну так вот, друзья, неудачно. У нас уже помидоры завязались. Даже у Юры еще не завязались. Ну, 3 дня назад, по крайней мере, не завязались. А у нас вот еще есть. Хотя у нас тут холоднее ночью. Ну ничего, смотри. Ну да. Помидорки. Будут зреть, я надеюсь. Ну а что, пчелки хорошо опыляют. Да. Пчелок много. Пчелки. Надеюсь, тут слепыш не поработает. Нет. Вон помидорки уже даже больше. Где? Вон там, вижу. Ух ты, вот, а я не видела. Да. Да, вон они. Угу.
Ну, это радует. Кстати, правильно Юра сказал. Надо сажать много помидор. Остальное так это все. Помидор много не бывает. Да, тем более, если они хорошие такие, Да. мясистые. И перцы уже зацветают. Они хоть и маленькие, но уже вон цветочки, видишь? Да, вижу. Так что растет. И кто-то жрет листья опять. Ну. Угу. Короче, друзья, мы на перегонки со Слепышом будем больше есть картошки, хотя я давно не ела риса, который очень люблю. Будем есть, чтобы Слепышу меньше досталось. Что делать-то? Пришли на родник, набираем воду. Вот это сразу. Или ты из этих будешь наполнять в эту. Да, из пятишек. Переливать. Как заросло, смотри, дерево как разросло. Да. Зарастает. У нас из водопровода течет такая же родниковая вода. Ну она, вон, видишь, белые камни, вот покажи. Это вот Да, вот кальцинированная очень сильно. Но дело в том, что у нас есть свой водопровод из накопительного колодца, но нет электричества. Поэтому ни руки помыть, ничего. Нет ни интернета, ни воды. Ни воды, ничего нету. 19 век, начало. Вот чем Москва и отличается. Там нет такого, что просто вырубают свет. Каждый день, там, когда захотели. Да вообще не отрубают. Давай, ставь вот туда бутылку. На, давай. Я не знала, что тут так мокро и сыро. Пошла вот в таких тапочках. Брат. И не постираться теперь. Да, и не помыться. А Лич предусмотрел. Вот, видишь, что зимние калоши одел резиновые. Да. Давай. Только что поднялись, пришли, сразу запикали эти почты там разные, ватсапы. Короче, появился электричество, а мы уже сходили. Ну ладно. Будем использовать эту воду. Это куда такая доска? Это у Косина пойдет. 2 по 45. Увидишь, сейчас это обработает. Короче, я заранее подготовил, крутил саморезы, чтобы мне было легче. А то одному несподручно. И даже гвозди забил. Но думаю, они мне могут помешать у шуруповерта. Наверное, зря. Так. Ну, смотрим. Ловим 45 градусов. Так. Держаться надо. Да, слушай, одному тут не так просто. О, тут и надо. Вроде бы ровно. Черт, бита не та стоит, елки-палки. Коленки дрожат.
одной стороны есть. Теперь с другой стороны. Что еще? Так, еще 2 гвоздя. Вот теперь все капитально держится все. И таких надо еще 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук еще надо. Девятый час, а мы все без света сидим, друзья. Нам его на час включили днем, даже уже во второй половине дня. И вот опять уже темно почти. Мы сидим, воды нету, света нет. Но раз нет света, насос не включается, даже наша вода не течет. И ничем не займешься. Так бы пошли, может, кино посмотрели бы, интернета нет. У нас вечер продолжается, романтический. Света нет, электричества. Время уже 11, света нет, ничего нет. Вот нашли свечи. То, что все батарейки, все аккумуляторы уже сели. И самое главное, что во дворе-то темно, хоть глаз выдри там вообще. Не на улице освещение, в общем... Дождь идет. Кубань 21 век. Вот. Но я не знаю, когда они это сделают. Никаких природных катаклизмов не было. Там ни ураганов, ни снегопадов, чтобы там где-то провода оборвались. Я не знаю. Либо у них настолько устаревшее это все оборудование, что они не вкладываются, а только деньги берут с потребителей электроэнергии. Но это кошмар, конечно, друзья. Ни воды. Естественно, насос не работает. Холодильники размораживают. Холодильники не работают. Лето, жара. Ни интернета, ничего. И в водопроводе уже 2 дня нет воды. Короче, мы уже живем 3 сутки пошли. Без воды и без света. Ну что, друзья, свет дали. Все хорошо. В 12 часу. У нас тут жаба живет. Каждый день приходит. И прям... Пинка получает. Ну, случайно. Да. Я сейчас шел со света в темноту. Что-то ногой пнул. Я тоже об нее спотыкалась. Смотрю, жаба. Она, короче, каждый день приходит. Ну, она не одна, их там 2 как минимум. Приходят и около лестницы под навес сидят, все время что-то ждут. Вот. Я уже и выкидывал их туда в балку. За забор. И все равно. И приходят, и Вискарик их пришел. уже и коты не трогают, и собаки не трогают. Ну, Кто там Вискас? Вискарь так подойдет, может, понюхать. Ежик еще живет у нас. Ежик. Ну, сейчас мы его не можем показать, потому что мы не знаем, где он. Но обычно он где-то около снежка, там, будки. Под будкой. Тусит, да. Ну, вот жаба все время тут. Че она приходит? Ну, нравится ей. Комаров нету, они же это, мошек всяких ловят. Ну да. А, ну тут это, свет горит, а она, этот, может быть, мошек ловит. Бабочки летают какие-то. Да, ночные там всякие. Но она довольно крупная. Красная, да. Ну вот для сравнения, да, вот мой кулак. Вот так.
рука. Погладь. Да, ну нафиг еще выстрелит какой-нибудь ядовитой жидкостью. Бородавки будут тебе потом. Да, ну это не точно. Ну, может быть. Жизнь продолжается. Несмотря на то, что воды нет уже 3 суток, но хоть есть электричество со вчерашних 23 часов. И как раз к этому времени я уже созрел на последнюю укосину. Вот такую. Видно? Нет. Что, накрываешь, что ли? Вертолет. А, ну может чуть видно. Но это последняя тоска, что у нас была подходящая по размеру. Пойду крутить. Сейчас Маргарита мне поможет подержать ее, а то ж, если одному коленкой держать с 2 сторон, ну и там оно смещается. Она подержит с одной стороны, я прихвачу и отпущу ее. Алик в цветах. Он сегодня еще и режет все. Порядок навел, траву подергал. Да заросло все. Крапива, Ты трава. под корень-то не режь, бутоны режь, Алик. Да? Ну я вот так оставляю. Нет, надо вот так отрезать. Да? Да. А я привык там это. О. Режу все. Сейчас. И что, не вырастут теперь? Ну, вырастут, но зачем он? Пусть Вот он так, себе- что ли? Ну, вот бутоны вот так срезай просто и все. Я думал, мы сейчас от этого куста избавимся. Да нет, ну он растет, растет. Чё, зачем? Только бутоны, да? Да, Ветки остальные не надо. да, пусть растет. Вот и Максик пришел тебя морально поддержать. Максюшка, ты покушал уже? Ты ему поесть дала? Да. Ну, хорошо. Я коврик положила сушиться на блоке, а он его облюбовал и постоянно сидит там. И я его не забираю, теперь он лежит тут. А я блоки не убираю, потому что ему там с одной стороны от ветра защита, как стенка. Уютно так ему. Все ради Макса, да? Да. Любимый кот. Так. Тут еще травы Переходим. надо. Траву дергать, все заросло. Невозможно на солнце вообще находиться. Вроде как в теньке нормально, прохладно, но солнце жарит прям. В теньке, да, хорошо. У нас вчера дождик был с вечера и всю ночь, наверное, шел, да? Утром я вышел в 6 утра. Дождь уже заканчивался, но он еще был. Так. А сейчас вся эта влага испаряется и прям баня на улице. Баня. Так. Мы сейчас что? Порежем пиончики, я травку подергаю тут чуть-чуть. В удобную нам надо будет съездить. Вот такие дела насущные. Да, повседневные. Так, все. Ну, наверное, все. Вот ты оставил. Где? Вот он. А. Ну и все, пион отцвел. Я вообще бы его срезал бы под Ну, корень. может его А пересадить потом куда? выкопал бы и выкинул. Он цветет неделю всего. Надо его пересадить куда-нибудь просто и все. Да, друзья, пион я бы выкинул. Ну, выкинуть не надо, пересадить надо куда-нибудь. Да. Вот, сейчас мне И посадить меня сюда ругать будут сейчас. розы. Розы Комментарии. посадить. Скажет, Алик, да что ж такое-то? Разве так можно? Это же цветы. Все, дергаем еще чуть-чуть травки и едем в удобно. Вот эта роза долго цветет. Долго не вянет, да? Заметил? Вот те много цвели уже, а это все, вот как она распустилась. Оранжевый, да. Да, так и цветет. А у нее и форма другая какая-то. Ну да, ну Не это, похожая на других. сорт какой-то другой. Травы. Мама, не горюй. А я сейчас свиньям вон там. Да? Да? Так, у меня не выдернуть хризантемы где-то тут росли в траве. Вот она. Вот она, хризантемка. Уже бутончики даже какие-то появляются. Так.
В принципе, прогон закончен. Я тебе скажу, материал крепкий, вот этот. То есть, действительно, это, возможно, северный лес. Гвозди забиваются, как в эту вакацию. Тяжело идут. У нас все, друзья. Спасибо, что были с нами. Обнял, приподнял.